Друзья, приветствую вас! Дневной выпуск, обзор основных инструментов, акций и так далее. Давайте рассмотрим, что сейчас происходит на рынке. Так, давайте начнем с РТС Futures RIZ 12, RIZ 0. Здесь подошли к важному уровню 125 500. Вот сейчас от текущих значений либо будет пробой и закрепление выше 125 500, либо сейчас здесь разворотная формация, откат как минимум на 122 800, ну и далее в случае пробоя 121 600 будет движение назад по возврату вот в этот диапазон. Вот 125 500 как только на объеме пробиваем, открывается дорожка движения поэтапной на 130 тысяч. Так, далее евро-доллар. Ну, смотрите, сейчас идет просадка, будет тестирование вот этого диапазона, который 1,1775, 1,1790. Если вот этот диапазон на объеме пробиваем, то здесь сразу будет импульс движения. Цель этого импульса находится вот здесь вот на 1,1720. Вот. Если в этом диапазоне не удерживаемся, то будет движение вот сюда вплоть до этого диапазона. Но на текущий момент пока еще нету ясности, что будет пробой и движение вниз. Пока как бы вот эта вся формация указывает, что более вероятен здесь отбой и движение вот сюда вот на 1,1835. Потому как надо бы еще сходить вверх, еще разочек коснуться 1,19 и в случае закрепа уйти выше. Так, друзья, ну вот у нас Сбербанк ракета, продолжение. Здесь смотрите, вот есть диапазон 243-244. Вот здесь либо будет пробой этого диапазона на объеме и закрепление, и после этого цель движения уже 256, либо мы сейчас в ближайшее время отбиваемся вот этого диапазона 243-244, что мне видится более вероятно в текущих условиях, и будет корректирующий откат вот сюда вот на 235-234,5. Вот. Если вот этот диапазон будет пробит на объеме, то отсюда будет синицировано движение, и цель этого движения будет, ну, как минимум возврат на 224-226, вот сюда, в этот диапазон. По поводу Сбербанка неоднократно обращал внимание, что это как раз та компания, которую, ну, в нее будут очень хорошо вкладываться. Можно даже сказать, что скорее всего ее будут пытаться запускать в космос. Вот. Но опять же не надо забывать про стопы. Вот. Но здесь также не надо отдавать себе отчет в том, что это крупнейший банк страны, то есть он занимает больше 50% по всем параметрам, и по количеству офисов, и по капитализации, и по количеству клиентской базы и так далее. Помимо всего прочего, Греф очень грамотно выстроил политику по трансформации, поскольку деньги уже никому не нужны, их печатают и раздают Центробанки, он решил превратить в крупнейшую типа IT-компанию, ну или компанию, которая выстраивает окружение, электронное окружение жизни вокруг человека, то, что сейчас модно. И я думаю, здесь шансы очень высоки. И, собственно говоря, вот это движение, которое идет, это сочетание факторов, то, что на российский рынок наиболее целесообразно заходить через Сбербанк, это раз. Во-вторых, то, что такие колоссальные перспективы видят в нем инвесторы, и поэтому он разогревается и самораскаляется и движется наверх. Но здесь надо также понимать, что как движется, то, что быстро растет, оно очень быстро падает. Поэтому лучше периодически фиксироваться и переоткрывать позиции, но и обязательно ставить стопы. Так, друзья, далее Газпром. По Газпрому здесь у нас идет достаточно уверенное движение на 184. Если не будут пробиты уровни, про которые ранее с вами говорили, то на этой неделе уже вполне вероятно, что он эти цели отработает. Ну и в том случае, если не будет никакого резкого обвала на Америке, потому как Америка наша все в данной ситуации. Пока как бы движение идет на 184 достаточно уверенно. Вот, но обращаю ваше внимание, если раньше лидер несомненный был Газпром нашего рынка, теперь лидер нашего рынка он один, это Сбербанк. И я думаю, в ближайшее время вот этот вот отрыв Сбербанка от остальных компаний, он будет только расширяться. Вот. По Газпрому
Если не будут пробиты ключевые уровни, которые здесь находятся, то уже на этой неделе вполне вероятно движение на 184. Вот. Но Газпром, сами видите, то есть здесь куча геополитических проблем, которые в любой момент внезапно, волшебным образом могут сломать Газпром, и он посыпется. Но с другой стороны, здесь вот очень четкая формация на возврат вот в этот диапазон и даже движение к 194-200. Вопрос только, по какому зигзагу это будет реализовано. Ну и помним, что если будет задерка и пробитие 151, то далее, скорее всего, движение вверх уже не будет, оно будет направлено в район 115-119. Так, друзья, далее Лукойл. Ну смотрите, Лукойлу совсем чуть-чуть осталось, чтобы отработать цель 5100. На самом деле на более старших таймфреймах неделька и месяца цель движения находится вот здесь, вот 5300. Здесь привязка к нефти идет. Поэтому если нефть на 45 плюс задерживается, то в самое ближайшее время по Лукойлу будет задерка вот сюда вот. Вот. Но на самом деле, то есть потенциал движения Лукойла, он на текущий момент, мне так видится, он иссяк. То есть здесь какой-то корректирующий откат по нему вполне вероятен. Но вот на 4700 и в случае пробития 4650 дальнейшее движение вниз. Сейчас, поскольку пошел отскок и рост российского рынка, то вполне вероятно, что этого отскока не будет. И вот эта траектория движения на 5100, может быть 5300, она будет в ближайшее время завершена. Вот. Но здесь, если кто не зашел, я думаю, заходить уже рано. Если кто зашел, то я думаю, я бы вот, если бы сейчас был в Лукойле, я просто передвинул бы на 4600 стоп. И все. И ждал бы, когда дорастет, не дорастет до 5100. Но опять же, здесь решение каждый принимает сам. То есть я вот акции нефтяных компаний не очень люблю, и поэтому с одной стороны бумага, она и с точки зрения корпоративного управления и вообще перспективы развития, это достаточно хорошая компания. Вот. Но с другой стороны есть более интересные инструменты, с моей точки зрения, чем акции нефтяных компаний. Вот. Ну да, здесь в общем-то осталось место для отскока 5100-5300. Если нефть будет удерживаться хотя бы на текущих значениях, то уже на этой неделе высока вероятность того, что это движение будет отыграно. Так, друзья, далее вопрос был по Татнефти. Но по Татнефти здесь все очень хорошо. С опережающими темпами Татнефть идет. Цель движения 550, вот сюда вот, ну 530, 570 на текущий момент. То есть в идеале, конечно, ей сходить на 600 и закрепиться выше 610 вот этого значения. Сейчас на текущий момент цель движения 550. В каком случае этого не произойдет? Если сейчас будет коррекционный откат, и в результате коррекционного отката будет пробито 475-470. Если такое произойдет, то скорее всего ее утрамбуют до вот этого уровня, и дальше потребуется длительная консолидация. С учетом того, что рынок находится сейчас под воздействием эйфории и вакцины, то вполне как бы вот это движение, оно в ближайшее время может совершиться. Оно не совершится, если будет откат и пробито 475. Вот. Но здесь привязка к нефти, как бы если нефть хотя бы держится на текущих значениях, и тем более если она будет дальше расти, то мы увидим весь этот спектр движения. Вот. С другой стороны, как бы, ну, во-первых, по поводу вакцины могут выйти какие-то контрновости. Например, кто-то из добровольцев, испытателей заболел, и тогда негатив по вакцине, он надавит очень сильно на возникший рост на рынке. Ну и нефть, если она начинает двигаться к нижней границе диапазона на 37-38, то и Татнефть уйдет куда-то в район 440. Так, ну вот если 4-часовик рассматривать, то вот такие пируэты, они обычно бывают в конце движения какого-то сильного. Вот, и поэтому здесь требуется либо логическая развязка и задерка на 550, или вот здесь, ну как минимум, корректирующий откат. Цель этого отката движение на 480, вот сюда вот. Вот, и в случае пробития 475 она цепанется, уйдет на 440-430.
Так, друзья, далее Роснефть. Ну, смотрите, по Роснефти мы отработали давнишнюю цель 411, которая уже висела длительное время. И сейчас вопрос пробития, не пробития сильного уровня 428. Если этот сильный уровень пробивается и пойдет закрепление, то в самое ближайшее время можно ожидать движения уже на 464. Опять же, такое движение, оно возможно при позитивной динамике на нефть. Но здесь как бы сейчас на нефть я не вижу никакой позитивной динамики, наоборот, значительное снижение по итогам года в производстве, в потреблении нефти. И здесь разве что либо ускоренная ввод в производство вакцины Pfizer или еще какую-то вакцину новость забросят, тогда мы вполне можем увидеть и рост по нефти, или даже рост компаний и без нефти, в том числе нефтяных. И тогда вот на фоне подобных новостей мы можем увидеть отработку 464 по Роснефти. Сейчас здесь либо будет пробой и закрепление, либо, поскольку я не думаю, что нефть сейчас сильно будет расти, она как бы свой лимит определенно исчерпала хода. Конечно, всякое может быть и пробой, и уход наверх, диапазон 47-55, но вероятность такого события, я думаю, невелика. Поэтому вот сейчас, если не будет пробоя на объеме и закрепления, то наиболее вероятно, что отсюда последует корректирующий откат. Цель этого отката 410-411. Ну и если здесь не удержится, тогда будет возврат в диапазон 395-380, вот сюда вот. А пока здесь подошло время к тому, чтобы, я думаю, скорректироваться и куда-то сюда откатиться. Опять же, если сейчас задерг и пробитие, закрепление над этим значением, то в ближайшее время можно ожидать движения на 441, потом 464. Но выглядит она очень перегретой. Ну и вот если рассматривать 4-часовик, то по 4-часовику либо здесь будет пробой и закрепление в ближайшее время, либо отсюда пойдет откат, но по 4-часовику откат находится на 400. Вот сюда вот, не на 411, а на 400. Вот, так что сейчас как бы вот по этой бумаге, я думаю, мы можем увидеть отбой и сразу движение сюда и потом сюда. Вот. Ну, не знаю, я вот на текущий момент не вижу дальнейшего потенциала роста для нефти. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, сейчас что-то по нефти должно произойти. Даже если не сейчас, у нас завтра четверг, это день нефти, тем более завтра запасы по нефти, и завтра, наверное, по нефти что-то произойдет. Так, друзья, далее вопрос был по Русгидро. Смотрите, по Русгидро здесь интересная ситуация, потому что бумага очень хорошая, очень сильная, потенциал роста по ней очень большой, потому что она как раз является воплощением российской зеленой мечты, но не той, которую выращивают в Канаде, а ту, которую пропагандирует Демократическая партия США в плане ухода на чистую энергию. Вот, соответственно, здесь вопрос идет в пробитии вот этого уровня 78. Вот как только он пробивается, и здесь она начинает торговаться около него или выше, то открывается движение на 94. Вот, текущая формация, это дневной таймфрейм. Здесь она указывает на то, что пытается она развернуться и сходить вот сюда, вот на 73. В каком случае это произойдет? Это произойдет в том случае, если будет пробитие 75. Вот пробитие 75 копеек приведет к тому, что пойдет движение сюда и может быть даже и ниже на 71, 71, 50. Вот сюда вот куда-то. Пока такой сценарий мне видится маловероятным. Несмотря на то, что здесь раздача, хорошая разворотная формация. Здесь вот по тому, как развивается рост, сначала должны отрасти более крупные бумаги, если идет заход движения по рынку, то есть в данном случае это Сбер. И потом, если все нормально, если не надломают этот рост, то, соответственно, следующим шагом будет рост таких бумаг, как Русгидро. Вот. И здесь все заключается в пробитии 78 копеек. Вот как только оно пробивается на объеме, пойдет она на 93-94. И вообще у этой бумаги очень много наверху целей, и я думаю, что у нее достаточно высокий потенциал для роста. И как раз здесь вот именно тот случай, когда
Там вот у многих людей возникает когнитивный диссонанс. Ну что там Apple, что там Amazon, что там, чему там стоить? Это же ну просто непонятно что. Ну так вот, если утрировать. Здесь как бы реальные активы, там электростанции, гидроэлектростанции, которые вырабатывают электроэнергию. Ну пусть они старенькие, давно построены, но тем не менее это реальные активы, которые существуют. Но здесь надо четко понимать, что пробитие 75, оно придет к тому, что разовьется более сильный откат, и по этой бумаге, скорее всего, мы тогда рост в ближайшее время не увидим. То есть она откатится и уйдет, ну, как минимум на 73, может быть и ниже. Так, ну и вот 4-часовой таймфрейм. Но здесь по 4-часовому таймфрейму также есть указание на то, что была раздача вот в этом диапазоне. Но здесь по 4-часовому таймфрейму здесь немножко другие уровни. В частности, здесь вот уровень 75-87. Если этот уровень не пробивается и нет ухода дальше вниз, то от текущего значения либо от 75-87 будет отбой, движение к верхней границе, которая 77.15, и в случае пробития будет попытка пробить 78 и закрепиться там. Здесь я все-таки думаю в большей степени позитивная динамика по этой бумаге, но вот раздачу, которая произошла, никто не отменял, и после раздачи может быть корректирующий откат, но вероятность такого сценария с моей точки зрения пока что невысока. Здесь скорее движение сюда, пробой и наверх. Так, друзья, ну все, это основные бумаги. Спасибо за внимание.